Всем огромный привет! Посмотрите, какая красота! У меня сегодня полив. А перед вами Льюис Три Принц. Вот так вот в домашнем цветении он у меня цветет. Я хочу посмотреть, нужен ли ему полив. Думаю, что уже пора. Пора. И это видно по листьям. Они слегка теряют тургор. И это очень опасно, потому что цветение может оказаться на полочке или на полу. Орхидея начнет сбрасывать свои цветочки. Поливаю я сегодня с добавкой, с минеральной. Вы все видели распаковку этих польских вкусняшек. Знаете историю, которая произошла при покупке. Ну, все уладили, все хорошо, мне компенсировали, выслали удобрения. Конечно, уже не этой фирмы, другой, но не менее эффективная, не менее действующая. Чем поливаю сейчас я? У меня в этой посылке, которая ко мне пришла, было вот такое вот удобрение. Оно называется, если перевести с польского, как-то черное, по-моему. Сейчас я вам скажу, ребят, я читала, его название подзабыла. Так, по-моему, черное удобрение. Да, не черное, а удобрение черная орхидея. Так оно называется. И вот на сайте написано, описывается, что это за удобрение. Это минеральное удобрение, но в которое добавлена живая бактерия. Я не знаю, как это все вместе уживается, минеральное удобрение и живая бактерия. И состав у него такой: 4% азота, 1% фосфора, калия 5% и еще есть железо 0,2%. Так я вам покажу. Срок годности 24 месяца, 2 года. Мне прислали его, остался срок годности месяц. Ну, я его использую и буду использовать, конечно же, дальше. Как я его развожу? По инструкции написано 5 нажатий и на литр воды. Но я это сделала, развела 5 нажатий на литр воды, размешала хорошо, оно немножко постояло, и я померила этим, ну, прибором, который измеряет соли. В общем, слишком концентрированное, хотя оно для орхидей, но это очень большая концентрация. Я на пол-литровую бутылочку делаю одно нажатие. Считаю, этого достаточно. Вот с таким разведением, как 5 нажатий на литр, нужно использовать это удобрение только всего лишь 1 раз в месяц. Но я думаю, с одним нажатием пол-литра можно использовать его и несколько раз. Ну, так мне кажется. Концентрация должна быть не сильная. Так, этого красавца я вам показала. Мы с вами его полили. Он у меня в кашпо. Там я оставляю немножко водички. Он будет пить. Может быть, даже больше надо оставить. Очень он быстро выпивает, но он красавчик. Очень такая, видите, красивая гроздь. Прямо, знаете, как веточка сирени. Классный. Ну, жалко, что он не ароматит. А я сегодня вот в таком вот виде с утра. Там мне писали: попейте сначала кофе, позавтракайте, потом выходите в эфир. Я так и сделала. Честно. Так, кто у меня еще здесь радует меня? Это, смотрите, какая прелесть. Открыла свой цветочек. Нет, это не виолацея, хотя пахнет обалденно. И вот, честно говоря, вот сейчас я этот аромат слушаю, и я понимаю, что он очень похож на виолацейный. Значит, там есть виолацея. Но на самом деле это черничка. Вот так называется эта орхидея. Ой, девочки, сейчас покажу вам так, чтобы было хорошо видно. Я не знаю, может, зеркально отображается. Giacha Blueberry. Так называется. Blueberry. Это вот черника. Blueberry. Ну, я не знаю, как там ударение ставится. Удобрение. В общем, обалденный. Видела в интернете прям целые грозди. А тут один цветочек так пахнет. 100% в родителях есть виолацея.
Если вы купили гибрид виолацейный, то считайте, что вы купили виолацею. И цвет такой тоже, видите? Красота. Распуски новые, новые распуски. И, возможно, будут еще бутончики. Видите, цветоносик, мне кажется, продолжает дальше дуть бутошки. Так, и еще цветет и продолжает радовать хатуюки. Вот такая вот красота. Уже смотрите, сколько было цветочков, и она не сдается. Это хатуюки, которая пинк, да, классная. У нее тоже красивый язычок, такой же точно, как у беленькой. Сейчас покажу вам и беленькую, она тоже цветет. А вот я с хатуюки, которая беленькая. Она мне очень нравится. Я вижу, девчонки уже хвастаются цветением. У меня в этот раз прям... Так, меня не видно. Не видно меня. В этот раз прям она меня порадовала с этими такими букетиками. Продолжает свой цветонос, но, увы и ах, вот эти первые цветочки уже вот так вянут. Я вчера один сняла, и вот завтра, наверное, уже второй с ним. Классные, да? А ну вместе. Как я смеюсь, говорю, покупайте две. Ой, а как их показать, чтобы было видно вместе? Смотрите, как она крутит эту свою веточку, доращивает, что не видно. Ну как? Как тебе пока? Она тяжелая, потому что кручу-верчу, показать хочу. Девочки, ну как по мне, так, конечно, мне белая больше нравится. Не потому, что я люблю белые именно орхидеи, а потому что белая красивше. Но это тоже прикольное. И мне нравится, что они две есть у меня. Надо спросить у садовников, а будет какой-то еще цвет? Мы купим еще один. В общем, вот так вот. Это еще не пересажено, еще в горшочке, но корешки уже растит. Видите, 2,5. Я все жду, когда она цветет, чтобы ее пересадить. Эту пересадила, но знаете, какая у нее история с самого ее появления у меня? Она у меня все время в топсине. Она очень похожа своим корнеобразованием на сапфир, на Джулию, она же ринг артисту, там по-разному садовникам. Она пробивает корнями, много корней из шеи выпускает, пробивает листья, и листья желтеют, и у меня начинается паника, что она заболела. Я сразу хватаюсь за топсин. Пьет очень хорошо, охотно пьет. Мне кажется, что... ну розовая тоже не отказывается отпопить лишний раз. Дело в том, что просто розовая в мхе, и она дольше влажная остается, а это в коре и быстрее просыхает. Здесь, по-моему, здесь кора и мох. В общем, надо будет после цветения их разбирать. Вот это у меня цветет несколько раз в год. И поэтому я как только соберусь ее разбирать, она выдает цветонос. И я все смотрю, думаю, боже, надо вот этот уловить момент, когда ее пересадить. Но я, так переживаю, чтобы ничего с ней не случилось. Но чтобы не расстраиваться, я себе думаю, это уже орхидея встречается в закупках, поэтому я не буду сильно переживать. Ой, сяду, девочки, я на коленках возле стеллажа. Не буду сильно переживать, если что, придется купить новую. Конечно, лучше покупать уже ту, которая повзрослее, потому что все-таки из маленького, совсем такого 1,7 очень тяжело и долго растить. Показала вам хатуюки. Так, но это не все, что меня сегодня порадовало. Так, эту я вам показала. Я вам сейчас еще одну покажу. Ха-ха-ха. Мою бабочку. Мы с вами ее поливали. Я вам жаловалась, что она очень быстро пересыхает и скидывает листья. Вот эта закрытая система. Я уже полила, вот так воды налила ей. Кто-то замачивает. Держит минут 20, полчаса, кто-то час, потом просто выливает. Я нет. Вот такая у нас OX Madonna Туес. Вот в такой вот цветовой гамме в летнем цветении. Прошу любить и жаловать. Да? Смотрите, какая. Девочки. Баттерфляй. В общем-то, конечно, цветение зимнее было более яркое, более насыщенное. И мне кажется, было больше
цветочков, бутончиков. Вот сейчас из-за того, что жарко, на орхидеях я заметила, в летнем цветении формируется меньше бутончиков. И вот только распустилась, и вот такое белое полотно, видите? Она мне нравится, она вообще такая неприхотливая, очень активно наращивает корневую. Единственное, вот она сбрасывает и сбрасывает эти листья бесконечно, потому что тоже множество корней. И вижу, что она уже оплела корнями весь горшок. Ой, за хатуюки зацепилась тут. Ну вот такая вот красотка. Я ее здесь поставила уже на новое место, потому что я хочу видеть, как она у меня цветет. Она стояла в глубине стеллажа, а теперь она вот стоит здесь с краешку. Даже может ее повыше поднять. Немножко вот изменилось расположение листьев по отношению к источнику света. Это тоже не всегда хорошо. Получается, она стояла в глубине, и листья получали вот сюда свет. А теперь тыльная сторона. Ну ладно. Тут у меня еще одна бабочка. Видите? Красотка, которая... Смотрите, она все еще, девочки, держит. Все еще держит. Все еще держит цветочки. Вот этот цветочек, который мы с вами рассматривали. Двойной, сиамские близнецы. Я думала, она его быстро скинет. Нет, держит. Такая вот красавица. Ой, я всегда забываю, как ее звать. Ну, вы вспомнили, наверное, я думаю. Мне неохота бирку доставать. Здесь из-за того, что двойной горшок матовый, плохо видно название. Как тебя звать? Склероз. Ладно, кто у меня еще тут красавчик? Есть, уже отцвела, кстати, моя Тайсука Анна. Я сейчас ее полила. Вижу, там начался корневой рост. Она же у нас, видите, в таком грунте неорганическом. И я там кое-где вижу, что корешки начинают активничать, но листика пока не вижу. Она у меня бабочка. И в этот раз мне повезло. И там у меня еще одна в 1,7 маленькая. Ну, я не знаю, там бутончики, кстати, похожи на бабочки. А эта вот не хотела расти. В мхе плохо росла, в корень так что-то она, да, подгнивали корни, и листья сбрасывала. Я, в общем, ее посадила так, в красивую стеклянную вазочку, баночку. Есть у меня здесь еще из цветущих вот такая милота. Это, кто ты, кто ты? Это какая-то номерная бабочка, я не помню. Я, как всегда, оставила где-то в другом месте стикер и не могу найти. Надо будет посмотреть, кто это, но она мелкоцветковая, но она очень симпатичная. Вот мелкоцветковые бабочки, они тоже симпатичные, такая милая. В зимнем цветении была такая большая гроздь. Сейчас, конечно, вот такая вот маленькая. Смотрите, какая она румяная, красивая. Говорит вам привет. Смотрите, ну классная ведь, а. Вот кто любит такие вот небольшие, не занимающие много места орхидеи, вот таких бабочек можно покупать, маленьких, да? Честно говоря, я не ожидала, что она будет такая маленькая. Тут листвы-то толком нет. Сегодня я смотрю, вот этот лист что-то тургор теряет. Это может быть даже из-за того, что сейчас стоят высокие температуры, хотя уже жара спадает, было и жарче, но все равно вот это накопительный эффект на орхидее остался. Она вот от жары страдает все равно. Все равно. Здесь у меня просто нет кондиционера в этой локации, и поэтому так происходит. Так, я вам эту красоту показала, но я ее не полила. Пошла еще развела немножко средства. Здесь получается, как бы можно сказать, что оно сбалансировано, это удобрение, потому что 4 азота, 5 калия, ну, все равно как бы даже перевес на калий, как больше для цветения, да. Я вот так ее сейчас промочу, сверху чипсы. Я жду, чтобы здесь появилось немножко водички. Корни, которые уже там опустились в самый низ горшка, они будут доставать и пить. В общем, вот так. Вы знаете, я вчера поняла, что настолько
радость у людей, когда зацветает орхидея. И вот сейчас у меня радость, что вот эта орхидея начала цвести. Да еще так ароматно пахнет. Были вчера в гостях, и девочки поделились со мной радостной новостью, что наконец-то у них начали цвести орхидеи. То есть они постепенно, орхидеи сорта, которые голландские, они приспособленные к нашим условиям более или менее. И вот это первое цветение, твое цветение, когда орхидея зацвела, выдала вот так полный цикл у тебя на глазах прошел. То есть она выдала новый цветонос, там выдала листик, корешки начали расти, и все это вот в твоем уходе, и тут она у тебя еще зацвела, и там девчонки прямо аж пищали вчера: Аня, меня когда видят, сразу ассоциация с орхидеями. Аня, у меня цветут орхидеи, там пару орхидей, у меня цветут орхидеи. Я говорю: класс. Я тоже радуюсь, когда орхидея впервые зацветает. Так, вот мы с вами пересаживали тоже нашу красавицу недавно. Давайте посмотрим, как она здесь устроилась, как у нее дела. В принципе, вот есть растущий корешок, крупные кусочки коры, закрытая система и живой мох. Ну, мне нравятся вот такие посадки в моих условиях. Девочки, у меня суховато. Но вот сейчас, когда у нас ветер с моря, у нас и вода теплая в море, когда ветер с моря, и у нас влажность повышенная. Ну, такая, 50-60%. Если у нас ветер дует с лиманов на море, с берега на море, то у нас становится очень сухо, даже в жаркую погоду. И влажность у нас может быть даже 15, а то и 10% именно в квартире. Представляете, когда вот такие вот суховеи дуют. И получается, вот такие системы без дренажных отверстий, очень легко за ними ухаживать. Я говорю, я просто доливаю немножко водички, если есть внизу вот так вот фитилек, вот в данном случае это фитиль в посадке из мха, он поднимает и все там смачивает. И там воздушек гуляет, потому что крупные кусочки коры. Хороший у нее тургор, она продолжает растить листик. Все прекрасно. Так где она стояла? Надо ей найти место. По-моему, здесь кто-то здесь стоит не на своем месте. Ой. Вот так вот снимешь с полки, потом думаешь, и где же ты тут стоял или стояла. Так, сейчас я вам покажу еще парочку своих цветущих орхидеек. И покажу, вот как растет вот здесь тоже орхидейка, посаженная в флагрон. Вот, новый корень стремительно растет вниз. Те корни, с которыми посажено, целые. Есть те, которые вот либо они старенькие, либо не смогли адаптироваться, немножко пропадают в новой среде. Да, такое бывает. Но пока роста не вижу. Цветонос сначала замер после пересадки, теперь вроде как пошел в рост. Тоже очень жду. Неизвестно, как эта орхидея цветет. Очень жду ее цветения. Ну, я думаю, здесь еще мокренько. Видите, корни, хоть воды нет, но есть испарина, и корни веломен еще влажный. Я там вижу даже в глубине идет рост корней. Если вы увидите, он есть. Значит, все нормально. Я вот планирую, наверное, если у меня там, сейчас я скажу, девочки, 5, ну так хорошо сидим, 5 малышей, но одна не малышка, такая приличная бабочка, по-моему, она 2,5. А нет, она 1,7, жарко прям, видите, вот. Очень жарко в квартире, душно, хотя все открыто на 2 стороны. Бабочка 1,7, но просто большая, сам по себе кустик большой, надо уже пересаживать. Наверное, может, в кору пересажу. А вообще такие козявки, малыши, я, наверное, их попересаживаю тоже в плагрон. У меня ж мешок плагрон. Так, хочу вам еще показать парочку. Ну, давайте уже вот так посмотрим. Вот, смотрите, на этой полке я сегодня поливать здесь не буду. Здесь есть вот красавчик, вот такой вот тоже в закрытой системе. Ну, давайте мы его снимем и рассмотрим. Вот он. О, мои пришли.
Вот такой красавчик, бабочка вот такая вот, видите? Очень-очень красивая. Эта бабочка, конечно, у меня уже не первый раз цветет, но она вот в это летнее цветение, это бабочка 5017, по-моему, да, 5017. Она только 3 бутончика дала, вот такая вот лапочка. Она мне тоже очень нравится, красивая, симпатичная. Ну, думаю, что у вас у всех она есть уже, это не редкость. Ну, достаточно вот такая вот интересная. Она увлеклась у меня тут наращиванием корней. У нее в посадке я использовала слишком мелкую кору, и поэтому ее надо чаще просушивать. И вот видите, не просушила, все вечно вот поливаю, и все боюсь, что вот надо долить, а не надо доливать. Лучше чуть-чуть просушить, чтобы вот эта манка, она уйдет. Я знаю, многие спрашивают, что, чем полить, что налить, чтобы манка ушла. Надо просто просушить. Это я знаю по своему опыту. У меня были такие посадки, прям вот ужас. Хотелось вот прям взять, все высыпать и поменять грунт. Но это не решит вопрос, потому что если не изменить частоту полива, вот, ну, либо надо использовать тогда более крупную фракцию коры. Короче, надо все учитывать. Но здесь я уже ее не требушу, я знаю, что я ее просушу хорошенько. Когда увижу, что прям не только веломен сухой, но и кора сухая, и горшок легкий, тогда, я думаю, манка сдастся и исчезнет. Были такие случаи у меня, когда я потом начинаю искать манку в горшке, а ее нет. Думаю, как это? Что за чудеса? Начинаю вспоминать, чем я поливала. Как обычно. А оказывается, что я просто просушила. Так что такая прелесть. Так, видите, вот нежданно-негаданно показала вам свои бабочки, но еще не все. Вот у меня еще одна такая лепота, милота, тоже из мелкоцветковых. Это парфюмерная фабрика. Вот она у меня вот такая однобокая, девчонки, видите. Она почему-то очень часто с этой стороны портит листья. Вроде как уже корни пошли нормальные с этой стороны. Ну вот да, опять-таки корни. Опять-таки здесь корней с этой стороны больше выходит, и листья дрявятся и пропадают. Она уже у меня пересажена в новый горшок. Уже она, наверное, год или полгода в новом горшочке. Вот растит корешки. Тоже еще горшок тяжелый, я ее не поливаю. Такая желтенькая, красивая, интересная. И тоже летнее цветение после зимнего не очень. Хотя она старалась, выгнала новый цветонос. Старый она полностью засушила, он ниже ярусом, вот здесь под этим листиком, вот здесь цветонос. А с этой стороны она не дает цветоносы. Вот чудеса. Нет, давала раньше. Вот есть внизу 2 пенечка, вот там, вот в самом низу. Это еще от садовника. А у меня она с этой стороны цветоносы пока не выдает. Дает цветоносы только вот с одной стороны. Такое бывает. Пахнет. Не так, как Dusty Bell. Dusty Bell у меня обычная, классическая. Пахнет на всю комнату у сына. А это тоже пахнет, ну, так как только 3 бутончика, то это не очень ярко. Видите, какая тыльная сторона у нее? Не, ну я знаю, что вам больше понравится эта сторона. Фасадная. Да, прикольно, когда вот меленькая и такая вот пушистая. Так, я то убрала, хотела, уже заставила там. Хотела показать, насколько та или это мельче. Сейчас я достану. Вот 2 такие вот орхидеи, мелкашки. Смотрите. Ну это вообще, вот это, по-моему, ну вообще мельче цветочек. Видите, какой букетик получается? Класс. Красота. Вот так вот, вот так вот. Красивые девочки. Так, и вот у меня еще один распуск. Очередной. Моя сказка. Сказочная сказка. Она ароматная. Ну, блин, хочу, чтобы было больше бутонов. Вот в одном цветении больше бутонов. Срезала ей цветонос, вот, который летнего цветения. Тоже надавала по одному цветочку. Она у меня в 12 горшке. Ну, кстати, ее не надо поливать, у нее еще корни влажные.
Она здесь хорошо просыхает, у нее внизу крупные куски коры. Вот когда так пересадила, ей стало лучше. Вот эти первые листочки еще от садовника с таким пересветом она пришла. Эта елочка уже у меня растет. Ну вот она как-то дает у меня один-два бутончика, один-два бутончика. Ну, возможно, это скорее всего, так оно и есть, револьверный тип цветения. Цветочек плотный, восковой, пластиковый. Она трилипсик. Видите, у нее 3 губки, да? Это ж, наверное, губки. Да, трилипсик такой. Ну, мне кажется, это самый симпатичный трилипсик из тех, которых я встречала. Ну, вот так, чтобы ароматный, вкусный трилипс. Вот такой вот. Так, кто у меня тут еще интересный? Ну, много интересного, конечно. Ну вот я вам покажу еще, девчонки, своего неугомона. Биглип хрустальный водопад. Сейчас я, кстати, на эту 3-ю полку, я 2 полки уже пролила, сейчас буду 3-ю проливать. Этот не пропускает ни одного цветения. Кстати, сейчас Медуза, его подружка, тоже белый биглип, она пропускает. Jellyfish называется сорт фаленопсиса. А этот не пропускает. Вот он отцвел, я обрезала цветонос зимний. Вот так вот он у меня выглядит. Корней полно. И он дал новый цветонос тут же. Еще только доцветал старый, он тут же дал новый. И вот такой красивый. Пушистый, пушистый. Так, прям хочу его показать вам. Ну, давайте с бабочкой сначала вместе. Вот так. Слушайте, ну белые орхидеи это сказочные орхидеи. Когда они стоят на полках, и когда ты их не снимаешь с полок, в общей массе они теряются. А так, когда по отдельности, они просто вау. Ну, хрустальный водопад, он славится тем, что он умеет красиво цвести. Так, и хотела же с этой сукой его рядышком поставить. Во, такие вот чудесные два фаленопсиса. Ой, как лучше, вот так. Ай, потерялась, что-то я потеряла. Ну вот видите, вот массово, да, когда их много, так здорово, красиво. Все-таки орхидеи это такие благородные цветы, такие благодарные. Мало того, что они радуют нас с эстетической точки зрения, вызывают у нас эмоции. Когда у нас получается, у нас прямо эйфория, когда зацветают, мы любуемся, все положительное в душе прям просыпается, ну, красота. Ну, так они же еще служат источником полезных эфиров, используются в парфюмерии. Ну, не конкретно вот эти купленные нами, но вообще орхидеи, они используются в косметологии, в парфюмерной промышленности. Есть эфирные масла орхидеи. К сожалению, я не нашла у Детеры эфирного масла орхидеи. Хотелось бы, конечно, его послушать, аромат этого масла. Вот роза у меня есть. Роза вообще, девочки, это просто что-то невероятное. Роза это настолько такой королевский аромат. Но хотелось бы, конечно, послушать эфирное масло орхидеи. Вот так вот. В лепестках орхидеи содержится, помимо влаги, большое количество аминокислот. И, конечно же, у цветных орхидей это пигмент. Ну, в общем, умельцы извлекают из этого прекрасного цветка для себя пользу. Я уже думала, может делать себе патчи под глаза из лепестков орхидеи. Ну, не пробовала. Может, кто-то из вас пробовал? Поделитесь опытом в комментариях. Очень интересно. Очень интересно. Было бы это здоровски. Так, ну, в принципе, могу еще показать вам парочку тех, которые недавно расцвели. Это вот, смотрите, у меня Зенкмин Кобра.
Вот такая красотка, блестящая. И тоже с ароматом. Но у нее больше специи и знаете что? И цитрус. Тоже вот так она еще молоденький кустик, она 1-2 цветочка выдает. Это зимнее цветение на 2 цветочка, в летнем цветении пока 1 цветочек. Очень красивая. Так, ну еще раз вам покажу OX Мадонну. Они прям похожи чем-то в одной цветовой гамме, видите? И будем с вами прощаться. Мы с вами уже полчаса. Надеюсь, что эти полчаса вам было интересно, познавательно, и мы с вами неплохо провели время. Всех обнимаю, всем мира и добра. Жду вас в комментариях. Обнимашки, девчонки и мальчишки. Класс, 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 класс. Пока-пока.